Сегмент доступных купе переживает не лучшие времена. Точнее, он почти исчез. Когда-то двухдверки на базе массовых седанов предлагали Toyota, Nissan, Ford, Chevrolet и Dodge. Эти машины не были спорткарами в чистом виде, но дарили ощущение особого стиля и более драйверской альтернативы привычным седанам. Сегодня же почти все бренды от такой идеи отказались. Даже Honda, которая десятилетиями держалась за купе Civic и Accord, несколько лет назад поставила на них крест. Но полностью отказываться от подобных автомобилей в Honda не стали. Компания решила вернуться к своим корням и вспомнила о модели, которая оставила заметный след в истории марки. Речь, конечно, о Honda Prelude. Купе выпускалось с 1979 по 2001 год и было чем-то вроде витрины технологий компании. Стильный дизайн, передовые для своего времени решения и акцент на удовольствие от вождения. Но потом длинная пауза длиной в 2 десятилетия. И вот возвращение. Prelude 6-го поколения долго готовился к дебюту. Первый концепт показали еще больше года назад в Японии. И вот теперь машина полностью рассекречена, производство стартовало. И продажи начались на родном рынке. Но новый Prelude – это не просто возвращение старого имени. Это переосмысленный формат. Ставка сделана на гибридную силовую установку, современный комфорт и управляемость, ради которых когда-то ценили купе. И тут возникает главный вопрос. Сможет ли новая Honda в этом кузове порадовать фанатов старой модели и вдохнуть жизнь в давно забытый сегмент массовых купе? Давайте разберемся вместе и посмотрим, какие козыри приготовило 6-е поколение этой культовой модели. Дизайн нового купе давно не секрет. Производитель уже не раз показывал авто на разных мероприятиях. С первого взгляда бросается в глаза приземистый, обтекаемый силуэт с характерным для японских купе длинным капотом и короткой задней частью. Хотя, если честно, формально это все-таки трехдверный хэтчбэк. Крышка багажника поднимается вместе с задним стеклом. Спереди внимание привлекает решетка радиатора, которая расположена прямо внизу, в плоскости бампера, и светодиодные фары в форме крыльев. Сзади световая полоса на всю ширину кузова в черной окантовке. Все это делает силуэт гармоничным и современным. Prelude доступен в 5 оттенках кузова, включая новый белый, который доступен как с крышей в цвет кузова, так и с черной. Также доступны цвета серой и черной металлики, красный и синяя жемчужина. Купе построено на той же платформе, что и Civic, так что родство чувствуется. По длине новинка почти не отличается от него – 4520, всего на 10 мм короче. Но вот ширина, наоборот, больше почти на 80 мм и составляет 1880, а высоту снизили на 60 мм до 1415. Колесная база при этом тоже короче на 130 мм – 2605. На колесах 19-дюймовые диски с шинами размерностью 235/40. Новая Honda Prelude получила гибридную систему от Honda Civic. В основе гибрида 2-литровый атмосферный мотор на 141 силу и 182 ньютон-метра крутящего момента. Он работает по циклу Аткинсона и отличается высокой термической эффективностью – 41%. Вместе с ним трудятся 2 электромотора. Один подключен к ДВС и работает в режиме генератора, а второй вращает передние колеса, его отдача – 184 силы и 315 ньютон-метра. На больших скоростях, когда эффективность электромотора снижается, специальная муфта подключает бензиновый двигатель напрямую к колесам. В сумме общая мощность системы 200 лошадей и 330 ньютон-метра. Силовая установка нового купе не претендует на спортивность. Здесь нет привычной коробки передач. Как и у других гибридов Honda, передние колеса напрямую приводятся в движение электромотором. Но тут Prelude становится площадкой для новых технологий. Главное новшество – система S+ Shift, разработанная специально для автомобиля. Так что это такое S+ Shift? Это усовершенствованная версия системы Linear Shift Control, которая имитирует переключение 8 передач.
При активации этой функции водитель может использовать подрулевые лепестки, чтобы управлять передачами. Система точно регулирует обороты двигателя во время ускорения и замедления, обеспечивая прямой отклик привода и резкое переключение передач. По сути, это дает ощущение настоящей механической коробки, хотя физически ее нет. Но на этом фишки не заканчиваются. Система тесно связана с Active Sound Control. Динамики воспроизводят характерный рык двигателя, словно вы находитесь за рулем настоящего спортивного авто. Такая коробка передач, если так ее можно назвать, станет доступна на всех будущих гибридных моделях Honda следующего поколения, начиная с нового Prelude. Шасси позаимствовали у Civic Type R. Адаптивные амортизаторы, правда, перенастроены так, чтобы поездки на большие расстояния были комфортнее. Спереди стоит подвеска Макферсон с отдельными поворотными кулаками, а сзади многорычажная система. Рулевое управление тоже взяли из Type R. А за торможение отвечают 4-поршневые суппорты Brembo синего цвета и двухкомпонентные диски. Купе предлагает несколько режимов движения – комфорт, GT, спорт и индивидуальный. Каждый из них меняет отклик двигателя, настройки руля и подвески, а также оформление панели приборов. Кроме того, Prelude получил обновленную систему помощи при управлении и маневрировании Honda. Система подстраивает работу двигателя и тормозов в зависимости от ваших действий за рулем. Салон новой модели сочетает в себе знакомые черты Honda Civic и Acura Integra, но при этом есть свои нюансы. Внутри купе ощущается солиднее, чем у Civic. Спортивные кресла с кожаной отделкой, синие прострочки и логотип Prelude на подголовниках. Цветовая гамма на выбор – двухцветный сине-белый или полностью черный салон. Схема компоновки 2+2, причем передние кресла разные. Водительское с выраженными валиками для поддержки бедер держит водителя в удобной посадке. А передний пассажир получает более просторное и мягкое сиденье для повседневного комфорта. Также передний ряд оснащен подогревом. Задний ряд скорее номинальный. Производитель заявляет всего 86 см для ног, так что взрослым пассажирам там будет тесновато. Зато багажник довольно вместительный – 425 литров, и его можно увеличить, сложив заднее сиденье. Передняя часть приборной панели здесь также знакомая по другим моделям бренда. Медиасистема с 9-дюймовым экраном и цифровая приборная панель на 10,2 дюйма. Все работает на платформе Google, а смартфон подключается по беспроводному Apple CarPlay или Android Auto. Однако для купе сделали свою графику приборов и меню мультимедиа. А за звук отвечает премиальная акустика Bose с 8 динамиками, включая широкополосные динамики, установленные в дверях, а также большой сабвуфер в багажном отделении. Аудиосистема, как говорит производитель, была специально разработана для этой модели. Руль с толстым ободом, плоским дном и маркером на 12 часов сразу дает понять – эта машина любит драйв. Центральная консоль и нижняя часть панели отделаны искусственной кожей с вышитым логотипом Prelude. Для купе сделали еще более высокий центральный тоннель с новыми переключателями режимов. Новое купе шестого поколения может похвастаться серьезным набором систем безопасности. Помимо стандартных подушек безопасности, здесь есть целый пакет технологий Honda Sensing. Он включает все, что может пригодиться в повседневной езде. Предупреждение и предотвращение столкновений с распознаванием пешеходов, контроль выезда с полосы. Слежение за слепыми зонами и перекрестным движением сзади, помощь в пробках, автоматическое переключение дальнего света, распознавание дорожных знаков и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, в автомобиле встроена система удержания полосы и мониторинга внимания водителя. Еще одна фишка безопасности – есть функция автоматического торможения после столкновения. То есть, если авария произошла, автомобиль сам зажимает тормоза, чтобы предотвратить движение по инерции. Минимизируется риск дополнительных ударов, а значит и ущерб меньше. Новое купе Honda уже можно заказать в Японии. Цена почти $42 тысячи. Модель предлагается в единственной комплектации, но для тех, кто
кто хочет чего-то особенного. На старте есть специальная версия за 44 тысячи с двухцветным кузовом и уникальным декором. Осенью Прилют доберется до Северной Америки, а позже появится в Европе и на других ключевых рынках для Honda. Для сравнения, обычный Civic с такой же гибридной установкой в Японии продается примерно от 27 600 до 29 700 долларов. Даже топовый прокачанный Civic Type R стоит на местном рынке дешевле – от 33 700 долларов. Получается, шестое поколение Прилют уже явно играет в другой лиге. Так что если старые добрые купе казались почти исчезнувшим видом, новый Прилют показывает – японцы умеют возвращать классику с современной изюминкой. Однако ценник ставит его рядом с совсем другими конкурентами. И тут уже вопрос, готовы ли фанаты платить больше за имя и ностальгию, или же сегмент массовых купе так и останется воспоминанием из прошлого. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Для нас это действительно очень важно. Ваша поддержка в виде просмотра, лайков и комментариев – это настоящее топливо, которое вдохновляет и мотивирует делать контент еще интереснее и полезнее. От души желаем каждому из вас всегда ездить с комфортом, быть максимально защищенными на дороге и получать от своей машины только положительные эмоции и кайф. Не пропускайте новые видео. Обещаем, впереди много всего классного и полезного из мира автомобилей. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставайтесь с нами. До встречи в следующих видео. Будет интересно и по-настоящему полезно.